Лукас Ривера был воплощением американской мечты. Выросший в скромном районе Чикаго, он провел свое детство, наблюдая, как родители изо всех сил старались обеспечить его и младших братьев. Отец работал в ночную смену на складе, мать — на 2 работах, убирая дома и подрабатывая на кухне кафе. В этом хаосе борьбы родилось его желание вырваться, доказать, что он достоин большего. Целеустремленность принесла плоды. Лукас получил грант на обучение в Университете Калифорнии в Беркли. Там, среди амбиций и новых горизонтов, он встретил Мию Солис, художницу с душой поэта и взглядом, полным мечты. Мия была полной противоположностью Лукаса. Где он видел план и цель, она видела чувство и форму. Их связь вспыхнула на университетской выставке, где картина Мии о надежде и выживании зацепила сердце Лукаса. Они были несовместимыми и все же идеальными. Несмотря на разницу характеров, их любовь развивалась стремительно. Лукас строил свой стартап в сфере логистики, а Мия работала неполный день, чтобы поддерживать его не только морально, но и финансово. Они делили одну крохотную комнату в Окленде, где на стенах висели схемы доставок Лукаса и эскизы будущих выставок Мии. Но чем успешнее становился Лукас, тем дальше он отходил от их совместного прошлого. Он стал закрытым, одержимым своей миссией. Мия, мечтавшая о настоящем, начала теряться в его будущем. После особенно тяжелой ссоры она сказала: «Ты женился на своей мечте, Лукас. Я в ней больше не нужна», — сказала она тихо, но с несокрытым разочарованием. В ее голосе звучала усталость, накопленная за месяцы одиночной борьбы рядом с человеком, который когда-то был ее вдохновением, а теперь стал почти незнакомцем. Она посмотрела на него в последний раз, ожидая хоть какого-то слова, жеста, искры, понимания, но он молчал. Его взгляд был устремлен в будущее, в амбиции, в идею, а не в нее. И тогда она поняла, он сделал выбор. Она развернулась и ушла. Без сцены, без истерик, только с болью в сердце и решимостью в каждом шаге. Прошло несколько месяцев, и Мия узнала, что беременна. Оставшись одна в Сан-Франциско, она приняла решение — растить детей без Лукаса. Он сделал свой выбор, а она сделает свой. В один пасмурный вечер она родила тройню — Элия, Ноа и Сиенну. Мия работала на нескольких подработках, продавая картины, преподавая уроки рисования детям в местном центре искусств и время от времени оформляя витрины для маленьких галерей и кафе. Она жила скромно, но с достоинством, бережно создавая для детей теплый и безопасный мир, наполненный книгами, музыкой и цветами. По вечерам они вместе пекли печенье, раскрашивали старые коробки, превращая их в замки, и строили шалаши из простыней, где читали сказки при свете фонарика. С каждым годом ее дети росли, впитывая в себя то, чему учила их мать — доброту, упорство, уважение к труду и силу духа. Она не говорила им о Лукасе, но не позволяла себе растить их в горечи. Вместо этого она рассказывала о выборе, о надежде и о том, что любовь — это не всегда присутствие, но всегда забота. Она учила их любить жизнь, несмотря ни на что, и находить красоту даже в простых вещах, в росписи окна в дождливый день, в первых цветах на тротуаре весной, в тепле обнимашек под одеялом. Мия была не просто мамой, она была для них всем миром. А Лукас, он стал миллионером. Его стартап был куплен международной корпорацией, и он переехал в Нью-Йорк. Его имя было на устах у всех. Он давал интервью, посещал форумы, был кумиром молодых предпринимателей. И однажды он решил сделать следующий шаг — жениться на Виктории Хейл, дочери одного из инвесторов компании, с которой его связывали не чувства, а общие цели. Свадьба планировалась как событие года.
Поместье на берегу Гудзона было арендовано, украшено сотнями тысяч долларов, каждое блюдо от шеф-повара с мишленовской звездой, каждый гость — VIP. И среди всех приглашений было одно особое, отправленное Мии. Он хотел, чтобы она увидела, кого потеряла. Что он смог построить империю, не нуждаясь в ее поддержке, не оглядываясь назад. Он представлял, как Мия входит в зал, теряясь среди блеска и роскоши, и с грустью осознает, какой жизнью могла бы жить рядом с ним. Для Лукаса это было не просто приглашение, это было заявление, почти вызов. Он мечтал увидеть отражение ее сожаления, не подозревая, что прошлое само придет напомнить ему о себе. Мия, увидев приглашение, сначала хотела выкинуть его. Она держала его в руках, когда Элли подбежал показать ей свой рисунок. И тогда она поняла — она не пойдет одна. В день свадьбы она прибыла в простом, но элегантном платье. Тройняшки, в одинаковых костюмах и платьях. Их глаза сияли. Они не знали, куда идут. Мия сказала, что на красивую вечеринку, но она знала, это будет не просто день. Когда они вошли в зал, музыка стихла, словно сама атмосфера почувствовала приближение чего-то важного. Все взгляды обернулись к входу. Мия шла уверенно, не торопясь, держа за руки троих детей, которые с восхищением разглядывали роскошный зал. Их наряды, аккуратные прически и сияющие глаза делали их похожими на маленьких принцев и принцесс. Но то, что действительно привлекло внимание, это невероятное сходство с Лукасом, которое бросалось в глаза даже тем, кто знал его мельком. Лукас увидел их и застыл. Словно время остановилось, и весь зал превратился в немой театр, в котором он был единственным зрителем на сцене судьбы. Его взгляд встретился с глазами Мии, в которых не было ни злобы, ни горечи, только спокойствие и решимость. Это была не сцена мести. Это была встреча с правдой. Мия остановилась перед ним, отпустила руки детей и сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал уверенно и спокойно, несмотря на напряженную тишину, окутавшую зал. «Лукас, это твои дети. Познакомься. Элли, Ноа и Сиенна». Она чуть повернулась к детям, которые с интересом и легким волнением наблюдали за происходящим. Элли прищурился, словно пытался узнать мужчину перед собой. Ноа взял сестру за руку, а Сиенна потянулась к матери. «Они не просто часть моего мира, Лукас. Они — твоя кровь, твое продолжение. И они здесь, потому что имеют право знать, кто их отец». Он был потрясен, словно мир под его ногами рухнул в одно мгновение. Его невеста Виктория стояла неподвижно. Взгляд ее был холодным и обвиняющим. В зале поднялся гул. Кто-то ахнул, кто-то покачал головой, и все больше лиц обращались к Лукасу с недоумением и осуждением. Его сердце бешено колотилось, а горло пересохло. Все, что он так долго выстраивал, образ идеального, успешного мужчины, будущее с Викторией, репутация безупречного бизнесмена, рассыпалось, как карточный домик на ветру правды. И в этом мгновении Лукас впервые понял, насколько хрупка может быть иллюзия, если за ней стоит ложь. Виктория сорвала фату и бросила на пол. «Ты все это время жил с такой тайной. Мы закончили». Лукас остался один в зале. Он подошел к детям. Элли посмотрел на него и спросил: «Ты наш папа?» Лукас не мог говорить. Он только кивнул. После свадьбы Мия не требовала от него ничего. Она сказала: «Ты можешь исчезнуть, или можешь быть отцом, но не наполовину, полностью или никак». Он выбрал быть отцом, и это было самым трудным и самым настоящим решением в его жизни. Он начал ездить в Сан-Франциско. Сначала раз в неделю, потом чаще. Он рисовал с Сиенной, играл в шахматы с Ноа, читал Элли сказки.
Он приходил, когда у них болели животы, когда они падали с велосипеда, когда у них были школьные спектакли. Прошло 2 года. Они называли его «папа». Он больше не был для них просто высоким незнакомцем с застенчивой улыбкой. Он стал частью их повседневности. Лукас знал, что по средам у Ноа футбол, что Сиенна любит клубничное мороженое, а Элли ненавидит громкие звуки. Он выучил их привычки, их страхи и их мечты. Они вместе устраивали киноночи, спорили, кто лучший из супергероев, и засыпали на диване под одеялом. В их жизни он стал неотъемлемым, и пусть у него все еще были ошибки и промахи, он больше не пытался быть идеальным, он просто был рядом. И однажды на семейном ужине Элли сказал: «Это был лучший день, папа, даже лучше, чем тот праздник, куда мы пришли в первый раз». Лукас улыбнулся, потому что впервые понял, вот оно, счастье. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.